Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Я рада встрече с вами. Сегодня я особо радуюсь встрече с вами, потому что у нас, у мусульман, начался месяц Рамадан, который мы ждем целый год. И когда он наступает, мы стараемся совершать еще больше благих поступков, еще больше уделять время родным, близким. И поэтому в этот месяц, в месяц держания поста, хочется радовать свою семью вкусняшками. Вот. И сегодня я решила приготовить дунганское блюдо хошан. Мантами не назовешь, пирожками тоже не назовешь, хотя дунгане их называют по-простому дунганские манты. Поэтому сейчас мы начнем готовить. Для этого нам надо будет приготовить тесто. Я взяла 800 грамм муки, сделала углубление, насыпала 1 чайную ложку дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Ну что, так, соль я добавлю в воду. Хорошо перемешаем. Воду я взяла теплую. Вот. Теперь я вливаю вот в свое это углубление и начинаю тихонько замешивать тесто. Я добавляю буквально 2-3 столовых ложечки масла. Вот. И продолжаю месить тесто, чтобы тесто пропиталось этим маслом. Вот. И затем я его оставлю в теплом месте на минут 20, пока буду готовить начинку. Вот. Тесто наше. Вот такое оно получилось. Вот. Сейчас мы его оставим отдохнуть. Нам не надо, чтобы оно поднялось, как на булочке. Оно слегка должно стать мягче, податливее и слегка увеличиться в объеме. Вот я его закрываю и убираю в тепленькое место. Для начинки я взяла мясо говядину. Вот такие кусочки. И лук. 3 луковицы, ну где-то полкилограмма, наверное. Вначале я накрошу лук. Лук будем крошить кубиками, как можно легче. Вот так будем крошить лук. И складывать его в чашку. Мясо мы будем крошить кубиками. Вот такими мелкими. Мелко будем крошить мясо. Лук мы сделаем с одной стороны, мясо с другой, чтобы потом нам было мешать легче. Вот я накрошила фарш. Теперь я добавляю черный перец. Сначала я перемешаю лук, помну его чуть-чуть, чтобы он дал сок. Чуть-чуть солю и хорошо перемешаю.
Можно добавить чуток зиры, можно имбиря. Ну, я ничего не добавляю, потому что особо не любим. Вот. Теперь я добавляю соль. Мясо переминаю. И теперь все вместе перемешиваю. У меня получилось примерно одинаковое количество мяса и лука. Лука добавляем побольше, чтобы они были сочные. Вот, чуть-чуть добавлю водички, буквально вот. Чтобы соль растворилась, соку дал, начинка сочная была. Вот. И добавляю 1-2 столовых ложки растительного масла. Все хорошо мешаю. Все. Вот такой фарш у меня. Вот такая начинка у меня получилась. Вот. Все. Теперь займемся лепкой. Я думаю, тесто наше достаточно отдохнуло. И мы начнем лепить. Вот у нас тесто свое. Оно достаточно отдохнуло. Появилась такая рыхлость у него. Как положено. Вот. Тесто мягкое. Оно не должно подниматься так, как на сдобные булочки. Оно просто должно быть воздушным. Вот вы видите, оно пузырится даже. Стул я припыляю слегка. Стол слегка припыляю мукой. И начинаю резать тесто на вот такие вот. Сильно большие делать я не буду, потому что, ну, вот такой вот кругляшочек у нас должен получиться. Если они будут по размеру не точно одинаковые, ничего страшного в этом нету. Главное, чтобы они были вкусными. Вот. А лепить мы их будем вот так. Вот. Раскатываем вот такую лепешечку. Я люблю потоньше, поэтому потоньше. Кто любит потолще, может потолще. И вот так кладем начиночку. Начиночка у нас. И начинаем скреплять вот так. Как беляши делаем. Вот такие у нас, вот такой формы у нас фушаны получаются. Вот, налепили мы их, все дырочки закрыли. Вот. И сейчас будем их обжаривать на небольшом, вернее, на большом количестве масла до золотистой корочки. Вот. Наливаем масло. Масло наливаем побольше. Вот. Накаливаем его. Масло наше. И мы вниз головой их опускаем в это масло и обжариваем. До золотистой корочки. Будем переворачивать несколько раз, чтобы они были прям золотистыми. Если какая-то маленькая дырочка останется,
Значит, из этого кушана вытекет весь сок. Надо стараться, чтобы дырочки были залиты. Вы не удивляйтесь, они еще не готовы. Мы будем их еще допаривать до готовности. Вот. Сегодня я их буду делать мантовар, доводить до готовности. В следующий раз я попробую их сделать в духовке. Мясо, естественно, еще не готово внутри. Поэтому будем мантовар добавить и приводить готовность на враг. Вот я их все обжарила. Вот такие они у меня румяные получились. И теперь я их буду раскладывать на мантовар. Вот таким образом. Те, кто хотят, чтобы было хрустящие, могут закинуть в духовку. Кто хочет помягче, те будут закидывать в мантоварку и готовить буквально минут 25, ну, может быть, 30. Хоть в духовке, хоть в мантоварке. Вот такие они у нас получились после солярии. Загорелые, красивые. И теперь мы их, листы мы ничем не смазывали, положили просто так. И теперь мы ставим мантоварку вариться на 20-25 минут. Вот такая красота у нас получилась. Я думаю, что очень вкусно. Вот. Это у нас любимая приправа для мант. Вот. И сейчас я вам покажу, какие они получились сочные. Вот такие они у нас красивые, сочные получились. Вот. И кушать их надо вот так.